Ребят, всем здравствуйте! Сегодня для вас я решила запечатлеть именно результат у вот таких орхидей, которые у меня сейчас болеют и болеют тяжело. Это орхидея, ну сразу в одном видео все их вам покажу, чтобы не затягивать ваше время лишний раз. С мокрой гнилью. Сейчас сидит в бутылке, чуть позже вам буду про нее рассказывать. А вот эти все орхидейки сорта Льюис, то есть материнское растение, 3 деточки, болеют, ну, насколько я поняла, сухой гнилью. Стоят они все вместе на одном окне. И у них обязательно подсветка дополнительная. Но там у меня, правда, лампочка розового свечения. Конечно, именно подсветка розового свечения дает орхидеям хорошее всегда цветение. Вообще, ну, их огромное количество самих ламп. Сейчас немножко забегу. И есть синий спектр, который лучше всего подходит для наращивания корневой системы и листьев, и розовый. Бывает, ну, отдельно синего, насколько я знаю, не продают. Бывает, что они в одной лампе синий и розовый вместе, либо отдельно розовый. Вот я в свое время купила отдельно вот эту розовую лампочку, и она сейчас у них светит. Конечно, с одной стороны, я понимаю, почему бывает так, что когда неправильно орхоманы начинают пользоваться фитолампами, это фитолампа, даже вот эта лампочка, это все равно фито. У меня то же самое было, вот даже на этом реанимационном окне, сейчас обычный светодиодный светильник, а изначально была лампа розового свечения. И я смотрю, да, у меня реанимационные, там орхидеи стоят, вот вроде бы нет, им наращивать листья и корни. Если у них есть цветонос, они начинают гнать цветоносы. Почему? Я долгое время не понимала, потом в итоге я их вычислила. Оказывается, что розовое свечение провоцирует орхидею на цветение. Но так как у моих орхидей нет никаких цветоносов, конечно, есть вероятность того, что они могут дать этот цветонос, но буду надеяться, что нет. И о чем я говорю, что сейчас бы для них необходимо либо обычный светодиодный светильник, либо, ну, может быть, посмотрю, да, и скоро заменю вот эту фитолампу розового свечения на обычный светильник, чтобы не провоцировать орхидею на то, что мне сейчас абсолютно не нужно. Ну что, давайте поближе запечатлим и посмотрим, что сейчас с орхидейками и какое у них состояние здоровья. Давайте сейчас посмотрим именно орхидею, у которой была мокрая гниль. В этом видео изначально можете посмотреть, что же все-таки случилось, спровоцировало орхидею. Смотрю, где. Прошло у меня 3 дня с того момента, как я этот листик сюда поставила. Ребят, стоит нормально. И также в комментариях мне не нужно писать о том, как кощунственно я отношусь к орхидеям, то есть усаживая их листьями в воду. Если вы не понимаете суть этой реанимации, ну, не понимайте дальше. Отвергайте и все такое. Так, давайте-ка посмотрю что-то вот сейчас вот заглядывая на нее. Мне так маленечко. А нет, вроде бы нормально. Я подумала изначально, что вот именно вот этот ствол, он начинает желтеть. Ну, как будто бы нет. Конечно, вероятность того, что у орхидеи вновь проснется мокрая гниль, даже вот где-то просто на листу, огромная, потому что это бактериалка. Бактериальная, ну, орхидея с бактериальным заболеванием, по идее, ни в коем случае нельзя содержать в воде, в теплицах, потому что это будет еще больше провоцировать ее на болезнь. Но выхода у меня просто-напросто другого нет. Это я решила на дне поэкспериментировать и посмотреть, как себя орхидея поведет. И знаете, вот уяснила для себя именно тот фактор. Вот когда орхидея, я изначально, ну, саму орхидейку пролечила, пень выкинула, обработала и на сутки поставила этот листик на просушку. Для меня вот эти сутки являются показательными. Если за это время этот листик, ну, как-то испортится, пожелтеет, что-то с ним еще случится, это говорит о том, что все. На этом все.
Дальше этот лист уже не жилец. Но если по прошествию времени, по прошествию суток с листиком все нормально, он остается нормальным, зеленым, это говорит о том, что орхидея еще способна жить и в ней есть сила. То есть болезнь, она на данный момент не прогрессирует. Но бывает и случаются такие моменты, что даже сидя в бутылке, они начинают все равно желтеть до конца, потому что болезнь до конца не уходит. И лучше в такие моменты добавлять в воду, в начале, вот даже сейчас, добавлять в воду какие-то препараты. У меня сейчас на данный момент здесь, когда я орхидейку изначально обрабатывала медным купоросом, здесь также в воде он содержится, чтобы вдруг предотвратить орхидею, ну вот этот листик от мокрой гнили. Также сюда нельзя помещать орхидеи, которые с повреждением листа. Вот вы видите, что, ну не знаю, треснувший лист, либо рана свежая, открытая, ни в коем случае нельзя так делать. Даже вот когда протаскиваешь, да, сюда листики, вдруг поцарапал, все, уже орхидейку с механическими повреждениями ставить нельзя. Потому что мокрота, в воду, не дай бог, опустите, и все, опять же, это начнет гнить и портиться. Ну и что-то в этом роде. Также читала в интернете, ну, пишет именно вот про бутылки. Кто-то ругает, кто-то, конечно, хвалит. Вы можете также в комментариях написать свое видение насчет именно реанимации, вот такой удачно она для вас или нет. И также, ну, правильно, с одной стороны, говорится о том, что если вы знаете, что у орхидеи там бактериалка, либо какие-то вирусные, либо что-то, ну, вот больная орхидея, да, устанавливать сюда их нельзя. Ну, а что делать? Я решила попробовать и пойти, так скажем, от обратного, испытать и посмотреть, чтобы в случае чего пальцем ткнуть. Я вот прям люблю это делать, потому что комментаторов очень много. Не только на моем канале, а везде наловятся, так скажем, верхушек, да, насмотрятся каких-то там блогеров, видео, что-то еще, не имея своего личного опыта, начинают тут прям высказываться. Порой бывает так обидно, когда ты знаешь, да, ты с этим работаешь постоянно, ты знаешь, мне ли с вами спорить, да? В общем, вот эти вот орхидеи с сухой гнилью. Вот они, 3 деточки, а вот оно материнское растение. Сюда они у меня встали, кстати, ровно 2 недели назад. Посмотрите, вот их состояние за 2 недели. Ну, давайте начнем с самого материнского растения. Как у нее и что у нее? На данный момент мне картина вот даже всех этих орхидей в целом нравится. Почему? Потому что я не вижу негативного, какого-то отрицательного результата. То есть корешочки не портятся, какие были, такие есть. Листики. Вот эту сейчас орхидейку подолью, и у нее, ну, на следующий день, через дня два, тургор восстановится. Листья, они, конечно, у них подморщинились, потому что, ну, корни сейчас позже вам покажу. При таком наличии корней на такой лист это соответственно. Ну, во-первых, орхидейки болеют, понятно, что тургор он будет теряться, но мне нравится. Вот мне нравится, что за 2 недели я их выхаживаю, восстанавливаю, у них стабильное состояние. Знаете, стабильно тяжелое. Есть тоже такое понятие. Это вот материнское растение. Тургор, вот я замечаю, что даже вот у листиков он стал намного получше. Местами даже вот так отщелкивает. Вот этот лист, конечно, он до конца уже дожелтеет. Но изначально он таким и был желтеньким. Но она его дожелтит. Возможно, берет отсюда питание. Ну и вот такая картина с корневой ее системой. Грунт местами можем замечать, что увлажнен. Фундазол также внутри грунта содержится. И то, что корней никаких новых не наращивает, ну ладно. Будем ожидать, упорно лечить и за ней следить. Давайте вот с этой деточкой. Эта деточка, она была у материнского растения прикорневая. Сидела у ствола, грунт ранее видела. Корешочки такие приличные нарастила. Самые лучшие корни из всех деток. Вот, по крайней мере, они есть, они не портятся. Также вот корешочки. Стволик спокойный, чистый. Ничего здесь
коварного и плохого нет. Буквально, знаете, дня 2 назад также вот тургор у нее был хороший. Сейчас прольем орхидею, все нормально у нее восстановится. И вот эти два малышата, конечно, самые тяжелые. Они сидели у нее на стволе. Корешочки были приличненькие, но я вот тоже пока здесь работала, манипуляции проводила, где-то же местами нужно и на камеру смотреть, вам показывать. И раз я чикнула, так невзначай скажем, и остались они, вот эта орхидейка, допустим, вот с таким вот небольшим, не совсем длинненьким корешочком. Ну ладно, ничего. По крайней мере, тургор она не теряет сильно, их трогать не буду, потому что вот такие больные реанимационные орхидеи лучше всего лишний раз не трогать. Вот я их взяла в руки, наверное, только лишь второй раз за 2 недели. Я просто, ну, интересно же, конечно, тоже. Я вот вижу, что сейчас про полив скажу, что мне необходимо сделать пролив. Все, пролью, но особо я их вот так в руки не беру. Смотрела, конечно, на состояние корней, что и как. Ну а лишний раз я их не трогаю, не сереблю. Также вот основание, вот он корешочек какой был, так и есть. Стволик тоже чистый. Давайте на эту орхидейку я ей, кстати, установила опору, потому что все равно вот этот лист, а нет, здесь сама орхидея, она находится как будто бы на весу. И чтобы ее закрепить, чтобы она сама не болталась никуда, я ее и установила на опору, на держатель. Теперь она более-менее стоит устойчиво, никуда не падает. И также состояние, вот он единственный тоже у нее корешочек, который здесь есть, больше нет внутри вообще. Стаканчики-то видите, стопочки малюсенькие такие. Вот это не корешочки тоже, которые были, не портятся. И сам ствол, дай бог, не портится. Как я за ними ухаживала за это время? Понятно, что стоят под лампой. И немаловажно, это, естественно, полив. На данный момент я стараюсь орхидеи не засушить. Изначально, когда, ну, может быть, конечно, эти заболевания и разные, мокрая гниль, и сухая гниль, но это все равно является сухая гниль также страшным заболеванием для орхидеи. И тоже желательно лишний раз влагу, сильно вот влагой орхидеи не баловать. Сухая гниль – это тоже бактериальное заболевание. Просто здесь мокрая гниль, вот вы видели изначально пятно, а здесь сухо, вот просто... Ну, просто сухо. Кстати, в этом видео можете про них посмотреть, что изначально у орхидеи было. И когда идет бактериалка, лучше всего орхидеи водой не баловать, то есть не содержать их во влажной среде, как нам говорит интернет. Тоже много информации посмотрела. И первые свои орхидеи, которые у меня заболели весной 2021 года, в этом плейлисте можете про них посмотреть. Эксперимент не удался полностью. Все, что вы там видели и как я их лечила, все орхидеи погибли. А лишь просто-напросто потому, что я орхидеи засушила. Да, признаюсь в том, что я их засушила, потому что так велел интернет. Сейчас я, как и ранее говорила, буду идти от обратного абсолютно. Я стараюсь содержать орхидеи во влажной среде, корневую ее систему. Даже вот вы можете заметить, что здесь орхиата, она все равно еще влажная, местами влажная. И вот мало того, что вот такие малышата, у них корневая, но ее нету. Вот единственный корень, но это вообще ни о чем. И при этом при бактериальной гнили содержать орхидею в сухости – это реальная только лишь неминуемая гибель. Больше ничего, кроме гибели. Зачем? Я не буду уже так делать. Что я тоже? Теперь я, вот даже вот у этой орхидеи есть корешочки, за ней смотрю. Поставила корнями к себе на видное место, чтобы тоже лишний раз не трогать. Просто вижу, корни посерели. Все. И беру орхидею просто лишь методом пролива, микрополивом. Я орхидеечку проливаю. И проливаю ровно до тех пор, пока корни не начинают зеленеть. Ничего я в воду не наливаю, потому что у меня здесь изначально заложен фундазол. То есть препарат уже здесь есть, и чтобы лишний раз мне с фундазолом не взаимодействовать, я его туда изначально заложила.
Все, теперь вот так без проблем методом пролива орхидейку поливаем. Конечно, тоже я ей буквально, да даже сейчас я установлю ее на опору, чтобы тургор не сильно не терялся. Чувствовала орхидея себя комфортней. Все, такого пролива ей достаточно. Вот видно, что корешочки уже позеленели. И ставлю ее просто-напросто в поддон. Сразу же установила орхидею на опору, иначе потом руки не дойдут, зная себя, пока здесь на месте сделала. И то же самое поступаю с этими орхидеями. Вижу вот этот корешочек, что он у нее вот там вдали серенький. И значит, мне необходимо орхидейку тоже проливать. Проливаю опять же также, ориентируюсь именно по этому корню. И сразу же одновременно весь грунт я его увлажняю. Так, орхидея здесь все равно вот сидит, болтается, болтается и болтается. Нужно ее как-то закрепить. Так, я в опору сейчас наставлю орхиаты, закреплю опору. Вот так. Сейчас будет, да, поудачнее. И эта орхидея то же самое, где вот он. Желательно, конечно, ребят, чтобы при посадке, при любой посадке у вас бы корень был вот здесь, у края стенки. Это индикатор, даже индикатор полива и вообще индикатор роста. Если, дай бог, в ближайшее время начнется рост, корень пойдет, то это будет вообще великолепно. И, конечно, определять лишь буду по нему, если все у него хорошо. Это, ну, от основания тоже вижу, что корешочки какие есть. Тоже индикатор роста. Но когда корней нет, и мы их не видим, и посадку мы не можем отслеживать, это очень тяжело. По личному опыту говорю, и мне тогда приходилось вообще орхидеи пересаживать, потому что я не вижу, и контроля нет абсолютно. То ли внутри все хорошо, то ли не совсем. Тоже буквально немножечко ей наливаю, для того, чтобы корень позеленел. Вот эти две орхидеи, они две деточки с воздушными корнями. И, ребят, также необходимо по чуть-чуть давать воду. Было бы, конечно, побольше корневой системы, можно бы побольше дать. Но это воздушные корни. Мало того, что они вообще здесь в единственном экземпляре. И много воды, ну, давать не стоит, и смысла нет. Ее нужно, воздушный корень, постепенно приучать вообще к поливу, чтобы он начал работать в грунте. Материнское растение то же самое. Ориентир это только лишь корни. Мы наблюдаем, что грунт он влажный. Видно его вот темный, сверху сухой. И, кстати, у меня же вот здесь кора. Кто-то мне тоже в комментариях писал о том, что я бы все выкинула, весь бы грунт, а я же грунт сюда взяла старый. Я его прокипятила, я его в микроволновке замочила. В общем, сделала все те манипуляции, которые нельзя делать с орхиатой, потому что это может привести к плесневению грунта. А нету, кстати, нету здесь никакой плесени. Вот только сейчас про этот вопрос подумала. Дай бог, дай бог. Корешочки серые. Все, конечно. Индикатор к поливу. То же самое методом пролива до того момента, пока не увижу, что корни позеленели. Вот здесь вот буквально одного раза хватило, и корень уже позеленел. Также не стараюсь сильно содержать их, конечно же, в болоте, ни в коем случае. Мы знаем о том, что бактериальное заболевание у орхидеи и есть, и это может также навредить. Просто лишь-напросто увлажняю корешочки. Грунт сильно не стараюсь увлажнять. Никакие погружения здесь не должны быть. Я вижу, что корни позеленели. Все, этого хватает.
И вот так, ребят, я ухаживаю за этими тяжело больными орхидеями. Главный фактор, конечно, на данный момент это освещение, температурный режим. Температурный режим у них на окне где-то 18-20 градусов. Это нормально, то есть не холодно и не жарко. Конечно, именно еще зной и жара, и вот отопление от самих батарей очень хорошо провоцирует орхидею еще больше на сухую гниль. Но я стараюсь батареи убавить, и в этом плане все нормально. И, конечно же, самое главное для орхидей – это полив. Мне ни в коем случае нельзя их засушить. Иначе у меня совсем орхидеи могут пропасть. Что я делаю на данный момент? Я слежу за состоянием их корней. Как только они начинают сереть, я начинаю орхидеи проливать. Пусть даже через 2-3 дня у них корни начинают опять быть серыми, я их опять начинаю поливать. Почему именно сейчас? Я ориентируюсь не на грунт, а именно на корни. Потому что, ребят, вот влагу, которую мы даем им внутри грунта, насколько я поняла, а вы можете со мной поспорить, корневая система, она ее оттуда просто-напросто не берет. Когда орхидея в спящем режиме, когда орхидея, ну, вообще в больном состоянии, вот сколько бы ты ей воды не давал, допустим, еще какие-то удобрения, стимуляция со спящей корней, а это же у всех, у каждой орхидеи корни спящие. Хоть что ты им давай, хоть в каком объеме и в количестве, она не будет этого потреблять. Она, именно корневая система, просто-напросто постарается, и мы ее постараем увлажнить. И вот это увлажнение, вот эта вода, которая попала только лишь на корни, этого орхидеи будет достаточно. А то, что вы увлажнили грунт, для нее на данный момент это не влияет вообще никак. Если бы рост был нормальный, хороший, соответственно, это рабочий корень. Это хороший, активный рабочий корень. Он начинает потреблять ту влагу и вообще все удобрения, стимуляции. А спящему корню это просто-напросто не нужно. И чтобы орхидея не испытывала недостаток влаги, я стараюсь корни, именно сам корешочек увлажнить. Пусть даже вот у этих маленьких орхидеек всего лишь один корень. И я стараюсь именно этот корень увлажнить. Не грунт в целом, но я пролив его делаю по грунту в целом, а именно этот корешочек. Так что, ребят, поймите меня правильно и учтите этот момент. Но если я сейчас буду ориентироваться по грунту, как случилось, могло случиться вот с этой орхидеей. Просто я также для записи видео, чтобы мне вам это все дело показать, я их не поливала. Хотя дня 2 назад нужно было бы тоже их пролить. Вы сами увидели, что тургор у нее немного потерян. Но вот поверьте мне на слово, буквально еще дня 4-5 назад у нее нормальные были, хорошие упругие листочки, а сейчас он паник, лишь просто-напросто. Корневая, она у нее подсохла. Грунт-то влажный, вы же сами видели, что грунт влажный, и вы также видели, что корни серые. И вот изначально, почему я к этому пришла, как только я их усадила, спустя несколько дней после пересадки я их пролила. Смотрю, листья торчком. Потом я несколько дней ориентировалась по грунту. Смотрю, что листья-то и упали. Я начала проливать. Потом еще вот пару раз так сделала, и я поняла в итоге, что орхидеи не хватает влаги, пусть даже и увлажнен сам грунт. Теперь, конечно, я уже делаю по-другому. Вижу корни серые, проливаю. Так что, не дай бог, если у вас есть такие орхидеи, берите именно вот этот вот момент на заметку. Пока я вам все сказала, что с орхидеями спустя 2 недели. И вот такой результат, который у меня есть сейчас, для меня это тоже хороший результат, потому что орхидеи живы. И это большой плюс. Пожелайте орхидеям поскорейшего восстановления, выздоровления. Никакие сюда
фунгициды, препараты для лечения я ни в коем случае не даю, потому что уже изначально заложен фундазол. Он будет работать ровно до тех пор, пока он здесь и есть. А со временем он, конечно, смоется. И если вдруг будет такая необходимость, что весь фундазол смылся, а орхидея еще не восстановилась, не вылечилась, я еще сверху вот сюда полью, и он также потом по итогу весь сольется. Но если, дай бог, все будет нормально, хорошо, и орхидейка очухается, начнется новый рост корней, даже эта точка роста у нее, даже пусть деток каких-то новых даст, то уже смысла в фундазоле не будет, потому что она восстановлена, она после лечения, потом начинаю ей давать удобрения. Всем спасибо большое, ребят, за просмотр. Всем пока.